Перед тем, как мы продолжим, я вам расскажу одну небольшую историю. Жил-был один художник-аниматор, который старался для своих подписчиков рисовать анимации как можно чаще и делать их как можно круче. Но он сильно грустил и расстраивался, когда его истории набирали очень мало лайков. Давайте не дадим аниматору грустить и поддержим его лайком под этим видео уже сейчас. У Полины и Михаила все было готово к тому, чтобы в их доме появился приемный ребенок. Детская комната была украшена в розовых тонах, так как они ждали девочку. На тумбочке около кровати стояли шоколадные конфеты. Новые платья в больших бумажных пакетах были еще не распакованы. Все в спальне было новым. «Чего-то не хватает», — сказала Полина и выбежала из комнаты. И уже через минуту появилась в ней снова, держа в руках старинную куклу по имени Аннабель, которую совсем недавно купила в антикварном магазине. Она подумала, что ее приемной дочери в первое время обязательно понадобится подружка, пусть и игрушечная. Снизу раздался звонок. Это социальный работник привезла их приемную дочь. Полина небрежно бросила куклу на кровать, и вместе с мужем они побежали вниз встречать девочку. Игрушка какое-то время лежала неподвижно, но потом 2 раза моргнула и скрестила руки у себя на переднике. Тем же вечером Алиса сидела в своей новой комнате и не могла поверить, что теперь это ее дом, ее родители и ее новая жизнь. Она выросла в приюте. Многих ее друзей забрали приемные семьи. Алису же никто не брал, так как она часто любила драться. Но вовсе не потому, что у нее был дурной характер. Просто она всегда заступалась за тех, кого обижали. Когда она впервые увидела Полину и Михаила, то сразу поняла, что они точно станут ее приемными родителями. А все потому, что у Алисы был секрет. Она обладала даром видеть то, что простым людям видеть не дано, и всегда чувствовала ложь, предательство или любовь. Девочка оглядела комнату. Ей все тут нравилось. Но потом взгляд ее упал на куклу, и она испытала какой-то жуткий страх. Как будто Аннабель не просто игрушка, а воплощение какого-то зла. Привыкшая доверять своим инстинктам, Алиса решила, что этой куклы в комнате быть не должно. Девочка взяла ее и выставила за дверь. Вернулась в кровать и выключила свет. Завтра она попросит маму и папу вернуть эту куклу в магазин. Утром следующего дня Алиса проснулась от какого-то странного скрипа. Она стянула одеяло с головы и увидела, что в кресле качалки сидит Аннабель. Руки и ноги ее скрещены, а фарфоровое лицо злобно смотрит на девочку и моргает. Алиса испытала такой ужас, что зажмурила глаза. И вдруг услышала грубый, хриплый голос, который прошептал «Убирайся!». В комнату вошла мама. Она улыбнулась и позвала дочь завтракать. Кукла сидела в кресле. Руки и ноги ее болтались в разные стороны, а глаза смотрели неподвижно. Это был самый вкусный завтрак в жизни Алисы. Папа испек золотистые блинчики, которые вся семья ела с кленовым сиропом. Родители пили кофе, а девочка горячий шоколад. После завтрака все разошлись по своим делам. Папа отправился стричь газоны, а мама пошла к пожилой соседке, чтобы угостить ее блинами. Алиса поднялась в свою комнату. Она открыла дверь и ахнула. Все ее новые платья были изорваны, а шоколадными конфетами кто-то измазал стены и постельное белье. Через несколько минут в комнату вошла мама и от ужаса закрыла рот руками. Глазами полными слез она смотрела на приемную дочь. И тут Алиса поняла, ее мать считает, что это она устроила весь этот кошмар.
Девочка стала доказывать, что никогда бы так не поступила. Но мама уже бежала вниз, чтобы обо всем рассказать отцу. Кукла сидела на кровати, смотрела на Алису и как будто улыбалась. Спустя час в дом приехал социальный работник, а также священник, с которым семья дружила долгие годы. Именно он им когда-то подсказал обратиться в приют. Взрослые и Алиса собрались в гостиной. Девочка как могла пыталась доказать, что она не рвала платье и не мазала стены конфетами. Что за такой короткий срок она просто не успела бы это сделать, но ей никто не верил. На семейном совете было принято решение оставить девочку дома. Мама сказала, что не всем детям легко дается переход из приюта в дом, и что они постараются сделать все, чтобы Алиса быстрее освоилась. Священник протянул маме бутылочку святой воды и попросил добавлять ее девочке в чай, чтобы она была спокойнее. Вечером того же дня Алиса решила узнать, кто же устроил все это с ее вещами. Она точно знала, что во всей этой истории замешана кукла. Она посадила ее перед собой и стала наблюдать за ней. Аннабель сидела, не двигаясь. В комнату вошла мама. В руках у нее была чашка горячего чая. Она поставила ее на тумбочку, достала из кармана бутылочку святой воды, которую дал священник, и капнула в напиток. Потом она поцеловала девочку перед сном и вышла. Алиса взяла чашку, села напротив куклы и стала медленно пить горячий чай. Каждый раз, когда она подносила напиток к губам, кукла как будто бы начинала дрожать. Девочка опустила палец в горячий чай и брызнула несколько капель в сторону Аннабель. От этого куклу резко отбросило в самый дальний угол. Алиса поняла. Святая вода как-то очень странно действует на игрушку. Она взяла ложку, зачерпнула чай, подошла к кукле и снова брызнула в нее. От напитка со святой водой из Аннабель вырвался дикий вопль ужаса. Глаза ее уставились на девочку. Неведомая сила подняла ребенка до самого потолка. Оттуда она с грохотом упала на пол. Следом в воздух взлетели подушки и взорвались тысячами перьев. На этот грохот в комнату вбежали родители. В облаках утиного пуха они увидели лежащую на полу дочь. Они были в ужасе. Папа стал кричать, что они сейчас же вернут ее в приют. Спина Алисы болела от падения, но она как могла пыталась доказать им, что это не она и во всем виновата кукла. Полина велела всем молчать. Она спросила девочку, почему та считает, что кукла виновата. Путаясь в словах, девочка рассказала обо всем, что увидела. Мама встала, взяла куклу и сказала, что Алиса не только хулиганка, но еще и лгунья. И родители вышли из спальни. Сидя среди перьев из подушки, она снова услышала жуткий голос у себя в голове. Он в очередной раз прохрипел: «Убирайся!». Алиса как могла прибралась в комнате, но спать ей не хотелось. Тогда она решила бороться за свое право находиться в этом доме. Она вошла в спальню родителей. Они крепко спали. Аннабель сидела в кресле и наблюдала за тем, как девочка ходит по комнате. Алиса аккуратно открыла ящик тумбочки, чтобы найти пузырек с водой священника, но его там не было. Тогда она подняла халат матери и стала искать в карманах. В эту минуту женщина открыла глаза. «Так ты еще и воровка!» – закричала она. Алиса достала бутылочку, открутила крышку, подошла к кукле и подняла руку над ее головой. Родители к этому моменту уже окончательно проснулись и в недоумении смотрели на девочку. Алиса капнула каплю воды на Аннабель, и то место, куда она упала, задымилось. Родители не поверили своим глазам. Тогда Алиса наклонила сосуд сильнее, и тонкая струйка потекла на голову куклы. В комнате раздался дикий вой. Игрушка взмыла вверх, стала летать по потолку от стены к стене, биться головой об люстру и выть.
Полина и Михаил были в шоке. Девочка оказалась права. В эту минуту кукла смогла успокоиться. Она рухнула в кресло и живыми злыми глазами уставилась на Алису, которая тут же испытала какую-то резкую боль внутри живота. Как будто невидимая рука скрутила и сжала все ее внутренности. Девочка из последних сил крикнула родителям, чтобы они брызнули на Аннабель святой водой. Отец прыгнул на середину комнаты, схватил бутылочку, но в этот момент как будто кто-то схватил мужчину за запястье, в которой он держал воду, и эта неведомая сила подняла его вверх и стала трясти до тех пор, пока бутылочка не выпала из его рук. Полина поняла, что время ей вступить в игру. Она схватила пузырек и вдруг закричала от боли. Через все ее лицо сверху вниз протянулся кровавый след, как будто невидимый монстр поцарапал ее когтями. Михаил, все это время висевший под потолком, рухнул вниз и разбил своим телом бутылочку святой воды. Шанс на спасение был потерян. Полина подползла к мужу и обняла его. Алиса корчилась от боли в углу. Родители хотели было подойти к ней, но неожиданно почувствовали, как кто-то душит их. Они хватались за свои шеи, пытаясь отодрать невидимые руки. «Что тебе нужно?» – прохрипела Полина, глядя на куклу. «Пусть она уберется!» – раздался хриплый голос, звучащий откуда-то из глубины игрушечного тела Аннабель. Полина едва кивнула. В эту минуту хватка на ее шее ослабла, и родители смогли вздохнуть. Утром следующего дня Алиса сидела на заднем кресле автомобиля, который увозил ее обратно в приют. Бледные родители стояли на крыльце и молча смотрели ей вслед. Девочка подняла глаза выше и увидела, что из окна второго этажа на нее смотрит Аннабель. Кукла улыбалась. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!